у нас асимметрия нижней губы. Этого бояться не нужно. Работаем с одинаковым малым нажимом. Натяжение на губах, опять-таки, тут не очень сильно зависит от пола клиента. При работе с губами наш лучший помощник – мизинец правой руки. Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги! Сегодня у нас с вами процедура мужского перманентного макияжа губ. Ольга Ханафи, топ-мастер перманентного макияжа с опытом работы с 2005 года. Создатель бренда Hanafi Colors Pigments, эксперт по колористике и пигментологии, руководитель собственной студии перманентного макияжа в Москве, судья и спикер международного класса, многократный участник конференций и конгрессов по перманентному макияжу. Так же, как и с женщинами, в перманентном макияже губ для мужчин основное – это цвет. То есть если губы слишком бледные, если они белесые, если они холодные, хочется немножечко добавить цвета. Конечно же, все очень в разумных пределах. Конечно же, мы не делаем никаких читающихся издалека оттенков, которые мы с радостью очень часто используем для женщин. Также мы ни в коем случае не делаем перманентный макияж в технике помадного прокраса. Все это исключительно легчайшая акварель. То у мужчин, конечно же, никто ничего не должен догадаться. Просто немножко насытить живым цветом и капельку исправить форму. Сейчас мы начнем отрисовывать эскиз. В таком положении это делать удобно, зафиксирована, расслаблена голова клиента, а потом обязательно сядем проверить в вертикальном положении, поскольку, конечно же, мышцы лица, кожа лица, вся она меняется, когда мы перемещаемся из горизонтали в вертикаль. У нас асимметрия нижней губы, правая часть уже, чем левая. На верхней губе хорошо видны мелкие шрамики по контуру, отсутствие ровного цвета. Отрисовку эскиза выполняю кистью плоской и консилером. Можно использовать бровную пасту, можно делать карандашом, если вам удобно. Главное, что удобнее губы отрисовывать снаружи, то есть обрамлять их эскизом, а не красить яркими карандашами сами губы. Над верхней губой очень сильно видны крупные поры, шрамики. И это все не входит в нашу форму. Все это остается за границей будущего перманентного макияжа. Центральная часть верхней губы тоже достаточно симметрична. И галочки как таковой здесь нет. Ее надо, не так, как у женщин, прям четенько-четенько, но все-таки как-то нарисовать. И обязательно нужно сфотографировать. Смотрим симметрию. Видно, где что нужно подправить. Фиксирую эскиз нежными линиями, не очень жестко, не очень четко, и сразу же начинаю немножечко растушевывать глубину. Пигмент наш разбавлен, два нюдовых оттенка смешаны, плюс еще разбавлены разбавителем. Я рассчитываю на то, чтобы получить максимально натуральный цвет, который, грубо говоря, сольется с тоном губ, немножечко подкрасив там, где цвета явно не хватало. Наношу сейчас анестезию, не стирая краску. Так мне спокойнее, потому что здесь очень легкие движения. Стирать первый проход и волноваться, что там нет остатка, очень волнительно и нервно, поэтому наношу сразу анестезию под пигментом. Начала действовать анестезия уже на коже. И в тот момент, когда мы решим стереть, кожа уже будет более выпиленная, и пигмент нам покажется более контрастным. Поскольку там очень легкое внесение пигмента было, то, конечно, хотелось бы что-нибудь там все-таки увидеть. Я работаю с верхней губой, пока нижняя у нас под анестезией лежит. Красочку с нижней губы я не смывала. Мы наносили первичную анестезию до отрисовки эскиза. Сейчас в некоторых особо чувствительных местах Андрею уже чуть-чуть противненько.
Ну, мы быстро сейчас пробежимся по всей верхней губе. Сейчас мы нанесем сюда тоже анестезию, особенно на парочку. А нижнюю мы попытаемся сейчас начать стирать и посмотреть, что тут у нас видно или нет. Ну, очень я легко нанесла пигмент. Позволю себе чуть-чуть, уже не боясь, просто добавить видимость этого самого контура, но очень аккуратно, слегонца. Вот немножечко проявился пигмент. Самое бесцветное место не только у мужчин, но и у женщин, когда мы делаем перманентный макияж, это ближе к контуру. Мало того, что нам нужно зафиксировать форму правильно, еще и насытить цветом именно зону, прилегающую к этой границе губ. Вот сейчас мне уже после того, как анестезия проявила мне мой пигмент, стало все очень хорошо видно. Я довольна малой насыщенностью, то есть я сделала все правильно, но этой малой насыщенности достаточно, чтобы я видела границу. Губы неравномерно сосудистые, плюс еще неравномерно с этими сосудами обходится анестезия. Где-то совсем выбеливается, где-то, наоборот, вдруг пятнышки покраснения появляются. Этого бояться не нужно. Работаем с одинаковым малым нажимом, порхаем, подкрашивая те места, которые были самыми бледными. Такая работа, конечно же, не будет длиться так долго, как женский перманент губ, поскольку у нас не стоит задача в плотном прокрасе. Не в плотном даже, а в тщательном. Когда мы делаем акварельную растушевку на женских губах, мы не кладем пигмент плотно, но мы скрупулезно и тщательно каждый миллиметрик просматриваем, чтобы была очень хорошая цветовая насыщенность, одинаковая, равномерная. Форма может быть немножечко более небрежная, в хорошем смысле этого слова. То есть здесь аккуратный, четкий закрас, пусть даже не очень плотный, акварельный, по всей форме губ, может выглядеть потом немножечко чересчур. Поэтому я думаю, что работа на мужских губах обычно должна занимать меньше времени. Особенно если мы не сталкиваемся с прокрашиванием каких-то кожных дефектов, каких-то серьезных шрамов или там, не дай бог, витилиго. Это уже другая область работы. В нашем случае сегодняшнем ничего такого нет. Обыкновенный перманентный макияж, и он будет не очень долгим. Вы видите, какой натуральный цвет я подобрала. Взяла номер 9 Soft Beige и смешала с парой капель номер 3 персика. Но это максимально нюдовые оттенки нашей палитры. Ничего ярче здесь не нужно. Губы у Андрея не яркие. Переборчить в данном случае будет очень невыгодно. Кстати, на нашем сайте действует скидка на пигменты по промокоду, который вы можете видеть сейчас на экране. Натяжение на губах, опять-таки, тут не очень сильно зависит от пола клиента. Натяжение кожи очень важно, но делать его нужно не бездумно, не абы как. Очень часто губы и у женщин, и у мужчин бывают очень складчатыми. Складочки могут быть как вертикальные, так и горизонтальные. И порой бывает, что если мы классическим образом берем часть губы и начинаем ее тянуть от пальца к пальцу, просто растягивая, то мы тем самым создаем дополнительные ненужные складки, и кожа, в общем-то, натянутая бывает неправильно, а это не способствует укладыванию пигментов. Поэтому я предпочитаю в сложных местах, в районе арки Купидона, натягивать маленькими кусочками с помощью защипывания такого валика. Небольшой кусок губы мы берем, я зажимаю его между указательным и большим пальцем левой руки, и надувается такой маленький валик. В этом месте кожа натянутая, складочек в этом месте никаких нет, и можно правильно укладывать пигмент. Так же, как и у женщин, часто у мужчин тоже губы шелушатся, может быть, даже и чаще. Поэтому сухость присутствует, корочки присутствуют. Конечно, в этом месте пигмент будет ложиться хуже. Не могу сказать, что нам прям архиважно туда в зону смыкания залезать.
опять же, потому что у нас не яркий цвет и эффекта съеденной помады, которого мы так боимся, когда делаем женщинам, да, с яркими цветами. Тут, его бояться не стоит, его не будет все равно. Посмотрим, насколько смогу, аккуратненько тушевку с градиентом постараюсь сделать. Ну и вообще, если у вас есть вопросы по моей работе, вы их можете смело задавать. Мы всегда отслеживаем все наши публикации, проверяем их на комментарии и непременно всегда всем отвечаем. Вот в этом месте, в правой части нижней губы, у нас была симметрия. Она такая симметрия не просто выше-ниже, она по объему. То есть правая часть нижней губы менее объемная, как бы немножечко вогнутая. И в этом месте минимальный такой полмиллиметра заступ пришлось сделать, чтобы чуть-чуть закруглить губу. И в этом месте она особенно светлая. Нужно немножечко заняться более тщательным ее прокрасом. В общем, задача стоит в том, чтобы на том участке, где мы в этот момент кладем пигмент, кожа была выровнена. На бровях таких у нас проблем не бывает. А здесь особенность строения красной каймы губ такова, и у мужчин, и у женщин, что надо тщательно кожу распрямлять, разглаживать, растягивать. Вот сейчас на нижней губе я делаю тот же валик, о котором я говорила, только с помощью одного пальца. Просто подтыкаю снизу, и образуется по контуру валик, который распрямляет все складочки, которые мне мешают. Если складочки не распрямлять, сами понимаете, будет цепляться игла, пигмент будет ложиться пятнами неравномерно. При работе с губами наш лучший помощник – мизинец правой руки. Я хочу сказать, что мы очень-очень тихонечко и нежно насыщаем губы цветом. Уже будем скоро заканчивать. Будет необходимость, сделаем коррекцию. Возможно, она не понадобится, потому что здесь не нужна четкость и яркость. Но, с другой стороны, здесь работа похожая на, допустим, работу по эстетической дермопигментологии. Когда мы делаем камуфляж, там мы заранее делаем очень-очень нежно, потому что любой перебор сразу сводит на нет все труды. Удалять все это дело намного сложнее. Лучше делать поэтапно, лучше сделать несколько коррекций. Так и тут. Может быть, то, что получится после заживления, его полностью устроит, и мы ничего не будем добавлять. А может быть, наоборот, как раз мы оба с ним увидим, что наша аккуратность, она привела к тому, что пигмента слишком мало. Мы тогда откорректируем. И тот, и другой случай возможен, и ничего страшного нету. Не забывайте подписываться на наш канал. У нас очень много интересной информации всегда. Буду рада, если поддержите меня лайками.